Ну а теперь начинаются наши токийские каникулы. Немножечко больше оказалось желающих приехать в Японию, чем мы были готовы. Но ничего, ничто не сможет испортить нам настроение, потому что мы в Токио. Первым делом мы купили симку, стоило это $50, и взяли мы на 20 гигабайт на 15 дней. Я удивилась, посмотрите, машина арендованная, как красивая, нет никакого намека, что это каршеринг, как у нас в России обычно. За километр видно, что это либо Яндекс, либо Сити Драйв. И вот нам друг сказал, что если это каршеринг, у них всегда начинается вот с этого иероглифа. Номер. Вот такой вот отличительный знак. Мы так и не узнали, во сколько нам бы обошлась поездка от аэропорта до района Сидзюку, потому что встретил нас друг, который живет в Японии 18 лет. И благодаря ему у меня очень много интересных фактов, которые я буду рассказывать на протяжении всех влогов из Японии. Содержание машины в Токио является довольно-таки дорогостоящим удовольствием. Разберем это на примере кей-каров. Маленькие машинки, созданные специально для японских дорог. Новый кей-кар обойдется вам примерно $7000. Цена за литр бензина будет примерно $1,5. И здесь кейкары, конечно же, выигрывают, потому что они более экономичны в расходе. Средние траты в год на кейкар составят примерно $3000, а на обычный автомобиль примерно $5500. Поэтому каршеринг здесь очень распространен. В среднем цена за машину в каршеринге $2 за 10 минут, либо вы можете арендовать ее на сутки за $40. Здесь такие указатели, а на Бали стоят, и ребята руками машут весь день. Тоже, наверное, стоит. Я видел рилс, что стригли там что-то какое-то дерево, либо какое-то... В Японии, кустик, да. В Японии проходит, человека, проходит человек, он дает команду, все, они не шумят, а там типа, знаешь, Да, чтобы листья не летели на прохожих. Он опять дает отмашку, они продолжают. Потом еще кто там, какой-нибудь ребеночек там на велике, все, опять отмашка, все, молчат. Да. Ну все. Ну а здесь правда вот все для людей или это какой-то стереотип? Это все ширма. Ну, Все думают как бы больше о других, чем даже, может, о себе. непростая система входа, но мы справились пока с этой задачей. Так, идем на заселение. Какой тут интересный лифт, везде камеры, просто повсюду вас снимают. Нам высылал владелец квартиры, мы на Airbnb снимали, сделаю позже обзор на жилье. Он нам только за 5 часов скинул подробную инструкцию со всеми кодами от замков, от домофонов, ну, в общем, прям с видеоинструкцией. Так что сейчас мы проходим небольшой квест. На улице свежо. Такой тут городочек. В общем, ладно, сейчас заселимся и пойдем с вами классно ужинать и гулять по Сидзюку. Так, мы зашли в раменную. Вот она такая, небольшая. Нужно самостоятельно выбрать и наличкой оплатить. А у нас только карта. В Японии всегда носите с собой хотя бы небольшое количество наличных. Мы пошли в следующее заведение, где принимали карты, и убедились, что в Токио можно очень бюджетно поесть. Вот такой вот набор из 2 блюд и напитков обошелся нам в $14. Я так поняла, вводить надо было номер, да, заказа, и выдается чек. В общем, все почти на добром слове здесь выполнено. Да, работник даже не смотрел, оплатили мы, не оплатили. Невероятное какое-то движение. У нас задача купить Артему штаны, потому что мы балийские ребята, и Артем решил, что он чилбой и просто поедет в шортах. Все, что нужно вам в Японии, так это деньги. Больше ничего особо не нужно. Прикольно. Мы случайным образом оказались в магазине. Здесь продают мартышку. Мне кажется, ей не очень нравится здесь находиться. Бедная Манки. Вот такой вот. С
Ладошкин, тебе не повезло, блин. Надеюсь, тебя заберут. 240. 400 тысяч рублей? Обезьяна. Офигеть. Бедная. Посмотрите, какие тут интересные такси, красивые, стильные. Мы, оказывается, вышли на Корейский переулок, что тоже неплохо. Блог из Кореи прикрепляю. Девочки, кому носочки? Кто фанат кей-попа? Добро пожаловать в новый день. Отправляемся с вами завтракать раменом и на очень классный перекресток с 3D. Какой-то кошкой. В общем, буду все показывать, что мы сегодня увидим. Это была полиция. Здесь очень много передвижений на велосипедах. Их даже не все пристегивают. Не знаю, может, есть какая-то охранная система. Есть приложение, где вы можете арендовать то же самое, как у нас в России электросамокаты. Здесь можно арендовать велосипеды, но, если честно, в 9 градусов не очень хочется крутить педали. Смотрите, как разделено здесь для пешеходов зона и для велосипедистов. Еще здесь машина проехала, но, тем не менее, сложно, да, как-то случайно выйти со своего тротуара. А это у каждого дома почти, не знаю, может, вывоз мусора у них где-нибудь так в 10 утра, но как-то очень много накидано. Например. Очень свежо, очень интересно гулять по улицам. К утилизации и выбросу мусора японцы относятся очень серьезно. Когда у нас скопилось достаточное количество пакетов в апартаментах, владелец сказал, что мы должны обязательно накрыть эти пакеты, вынести на лестничную площадку и сообщить сразу же, чтобы этот мусор, соответственно, утилизовали. Самостоятельно мы не могли выбрасывать, ходить в мусорные контейнеры попросту из-за их отсутствия. Видимо, чтобы не плодились крысы, тараканы, японцы решают эту проблему прозрачными, обязательно белыми пакетами, и чистота улиц здесь действительно на уровне. Ну а если вы вдруг решили проявить халатность, то будьте готовы заплатить $350 за неправильную утилизацию или выброс мусора. Выбираем себе классический рамен. Правильно говорить рамен. 2. Да, все отлично. Можно оплатить картой. Кстати, картой мы оплачиваем везде без пин-кода. Пин-код нужен только... Ага, спасибо за билетики. А еще... это билетик на каждый товар, что мы взяли. Прикольно. Без пин-кода везде оплачивается. Так что не теряйте свои карты здесь. Это опасно. Вот так это выглядит. А я так понимаю, мы в очереди еще будем стоять, ждать. Здесь, по сути, одно блюдо, все приходят за одним раменом, и даже не знаю, что ты заказал, но ты по-любому его заказал. Тебе выдают карточку, где его можно настроить. Сколько чеснока, сколько зеленого лука, какая острота, какую лапшу взять, прожарку. Типа можно альденте сделать. Так, нас посадили за 24-25 столик. Выглядит это вот так. Можно снять куртку. Ой, спасибо большое вам. Можно взять здесь палочки, зубочистки, пополнить запасы воды и, конечно, насладиться шикарным раменом. Я его не пробовала, но выглядит он очень аппетитно. Друзья, можно подать донос, не говоря ни слова, что здесь было очень шумно, что вам напортачили с заказом, что нужна была детская посуда, или то, что вы вообще ушли, просто ушли, видимо. Также можно добавку себе какую-нибудь оформить, опять же нажать кнопочку и показать им данную бумажку. Очень удобно все, вот не отходя от своего места. Конечно же, отдельное внимание туалетам в Японии. Можно включить музыку вот так вот, чтобы никого не смущать. Приезжая в Японию, сразу же чувствуется безопасность, порядок и контроль общества. Такое количество камер на квадратный метр я видела только в Китае, а количество запретов и размер штрафов можно сравнить разве что с Сингапуром. Например, за превышение скорости на 15 километров вы платите штраф $60, за кражу $3500 или 10 лет.
Вандализм здесь обойдется от 2 до 7 тысяч долларов. А за вождение в нетрезвом состоянии вы можете также отдать 7 тысяч, лишение права до 5 лет, а также пассажиры могут быть оштрафованы за то, что допустили водителя в нетрезвом состоянии к управлению автомобиля. Пишите, что вы думаете по этому поводу, суровое ли это наказание или так должно быть во всем мире. И это тоже японские реалии. Здесь есть бездомные. На самом деле очень много схожести где-то в каких-то моментах есть с Америкой, просто потому, что здесь очень много американцев. И их культура, она, конечно же, не могла не затронуть Японию. Тем не менее, неожиданно было увидеть. Мы направляемся в Юникло. Вот она, эта улочка, открывается по вечерам. Здесь очень много ресторанов, различных питейных заведений. Я думаю, стоит сюда заглянуть, когда все это будет функционировать более ярче. В примерочной Юникло выдают вот такой вот пакетик на голову, чтобы вы своим макияжем не запачкали их прекрасную одежду. Я хочу померить только майку и спортивные штаны теплые. А вот это, кстати, тоже у меня образ из Юникло. Штаны с пятном от кофе. Извините. И вот этот бадлон тоже в Вьетнаме брала, когда я приехала. И обалдела. Кстати, влог с Ханоя прикрепляю. Он очень классный, информативный, вообще супер влог. Я там встретилась со своей подружкой, по совместительству репетитором по английскому, которая прожила там несколько лет и рассказала много всего интересного про Вьетнам. Короче, прикрепляю, смотрите, а я пока примерю пару вещей. Этажей фактически даже больше 9, но было всего 4 для шопинга. Тем не менее, покупочки у нас удались. Цены, кстати, очень даже приятные. Ну, что очевидно, это дешевле. Ой, не могу. Такие не смешные везде, да, эти надписи всякие. Все, выход. Народу уже побольше стало. А то даже было как-то странно, что в 11 и нет никого. С другой стороны вышли. Классно. Очень здорово. Очень здорово. Мне все очень понравилось. Спасибо, ребята. Я оставила Артема дома и пошла на шопинг. Косметический мне очень понравился вот этот бренд. Он корейский. Я в него влюбилась еще в Сеуле. Хочу что-нибудь посмотреть. Я так поняла, тут ему посвящен целый магазин. Кстати, называется он вот так вот. For You Cosme. Посмотрите, какая красота. Это был какой-то кошмар. Меня атаковала продавщица, начала, конечно, спрашивать, откуда я. Начала мне малевать просто какие-то неистовые блестки под глаза, скакать вокруг меня. Я еле от нее убежала. И так как я все-таки нахожусь в корейском квартале, я хочу сместить свой фокус внимания на японские магазины, японскую косметику. Так что я взяла несколько товаров, пару масочек. Покажу вам чуть позже. И двигаюсь дальше к японским магазинчикам. Зашла в очередной огроменный японский магазин. Я уже зашла в аптеку, в косметический. Здесь я беру какие-то отбеливающие штучки, пасты. Очень большой выбор товаров. Естественно, везде покемоны. От А до Я. Тут уже одежда продается. Там еще недавно была косметика. Ну, слушайте, просто тут такая площадь огроменная. Все товары и их описание на японском языке. Английского здесь нет от слова совсем, поэтому вот вам мой travel hack. Загружаете в чат GPT фотографию, спрашиваете, что это и как пользоваться. Получаете полную инструкцию. И не нуждаетесь каждый раз в переводчике, который очень плохо справляется и очень коряво переводит. Куплю эти шорты. Я считаю, надо брать. Шла мимо, не могу просто пройти, не попробовав вот эту вот невероятную лотерею. Сейчас кинем монетку, что-то выберем наугад, и нам что-то приготовят. Давайте пробовать. Поменяла мне, чтобы она зашла в автомат. Так, отлично. И давайте выберем число
Да, блин, давайте 8. Так, и сдача у нас должна быть, вот сюда, наверное, надо нажать. Так. Ага. Все, отлично. Ожидаем. Только сейчас заметила расшифровку. Я выбрала ветчину с сыром. Посмотрите, какая прекрасная лепешка у меня тут оказалась. Тем временем я. Просто вьючный осел. У меня еще тут вода. Ребят. Она была туристом. Здесь маков больше, чем где-либо еще. Первое место только у Штатов. Вопросов нет. Все вкусно. Ничего необычного. И спасибо за новогодний пакет. Итак, сделаю небольшой такой обзор покупок вот в том самом магазине. Из такого необычного, что ли, приметила, посмотрите, это что, со вкусом соджу с персиком, ополаскиватель для рта. В хороших заведениях, ресторанах, кафе вы увидите это в уборных. Маски не представляют собой ничего такого необычного, но попробовать хочу вот такой вот отбеливатель. Взяла из косметики, обожаю вот этот бренд корейский, он просто лучший. Корректор, роллер для глаз, это, кстати, дезодоранты японские. Хочу попробовать. Дальбе, тоже японская косметика. Здесь, ну, просто грех не взять. Стоит в 2 раза дешевле. Щетки для очков мужу протирать. Ну, и для солнцезащитных тоже подходят. Какие-то наклейки для пор попробую. В общем, ничего такого прям удивительного. Что-то уже попробовала, там распаковала. Позже, может, подключусь, покажу, если найду что-то такое прям интересное. Так, вылез мужчина и помогает по очереди тут справляться туристам. У нас 2 билета до Токио Sky 3 обошлось 560 йен. В общем-то, сейчас мы познакомимся с токийским метро. Сеульское метро, кстати, я осилила в одиночку. Было несложно. Билеты, вот, Ticket In. Ну, дырочка делается, видишь, она. Классно. У нас, видимо, 2 поездки, докуда добраться. Да. Можно будет. Переход. У нас переход нужно будет сделать со станции сразу же, конечно же, здесь уборная. Система метро в Токио одна из самых сложных и эффективных в мире. Здесь есть как частные, так и государственные ветки метро. Из-за этого вы не можете заранее рассчитать, например, сколько вам обойдется в месяц стоимость поездок. Поэтому каждый раз, заходя в метро, ваша поездка будет менять свою стоимость в зависимости от количества станций, но в среднем это $1,5–3 за поездку. Также можете приобрести безлимитные карточки на 24, 48, 72 часа или купить карту для единых проездов, Суйка она называется. Устанавливаете приложение, все переводите с японского на русский, потом эту карточку нужно пополнять. В общем, звучит уже сложно, так что мы обошли эту процедуру стороной и просто каждый раз подходили к автомату, выбирали английский, вбивали нужную нам станцию, и нельзя не отметить комфорт в вагонах. Это тишина и очень мягкие сиденья. Также очень удобно, когда выполняете переход довольно-таки длинный между станциями, везде висит табло с временем прибытия и отправления поездов. Они здесь приходят минута в минуту, но все же у нас случилась довольно-таки неприятная и очень серьезная задержка, о которой я вам расскажу чуть позже. Мы обменяли наши электронные билеты на 2 фактических. И с ними сейчас войдем. На часах уже 16:10, поэтому не переживайте, если вы немножко опоздаете. Здесь вот еще вход. Я переживала, что нас могут не пустить. Аригато. Народа очень много, но надеемся, что впечатлений будет еще больше. Специально взяла закатное время, может быть, поэтому здесь такой ажиотаж. О, Тёма, это очень красиво. Так, давай. 1 и 2. Thank you.
Мое мнение человека, который в каждой стране, в каждом городе, где есть обзорные площадки, везде поднимается, это самое красивое. Это просто лучшая рекомендация. После этого, наверное, топ-2 это будет Куала-Лумпур, но Токио Sky 3 это просто что-то незабываемое. Нам попалась на глаза матча, и мы поняли, что нельзя пройти мимо. У Артема сегодня случится его первое матча, а я даю матча латте второй шанс. Невкусно, да? Но вот люди подсаживаются на это. Просто я тоже не могу представить. Как будто водоросли нори безвкусные размельчили и горячей водой залили. Но это у тебя еще холодная матча. Холодная матча повкуснее. Второй шанс даю латте на овсяном. Вкуснее матча не стало, но по качеству ощущение, что здесь она более какая-то насыщенная. То есть если и пробовать матчу, то, конечно же, в Японии, в Токио, Киото там. Я все еще не стала фанатом матча. Отправляемся с вами есть суши. И тут на глаза попадается магазин Гарри Поттера. Я сняла отдельный шортс, где рассказала о ценах на товары. Скажу лишь, что я присмотрела все части, все возможное, что было связано с Гарри Поттером. Мы с Артемом в теме, поэтому нам было только в радость походить и посмотреть, что тут вообще происходит. Потому что я вспоминаю из игры Hogwarts Legacy, кто играл, по-любому поймет, если описать Hogwarts Legacy просто одним словом, то это ревелью. Это ревелье действия, которое просвечивало территорию, потому что суть была в том, чтобы бегать, собирать всякие ништячки, проходить задания, и ты просто каждый квадратный метр бегаешь с этим ревелье. Мой улов из магазина «Маховик времени» и вот такая вот прикольная открытка. В заведении, куда мы хотим попасть на ужин, невероятная очередь, 26 столов ожидают. У нас есть примерно час, по нашим подсчетам и надеждам, и мы решили потратить его на планетарий, который находится этажом выше. Как красиво и пахнет вкусно. Каждый час идет представление, и мы планируем попасть. Сложно все это запланировать заранее, потому что мы не знаем, сколько нам ждать очередь в нашу сушильню, мы не знаем, как долго мы будем там сидеть. Мой вам совет: если вы приходите вот в Токийскую башню, сначала поднимаетесь, бронируете себе столик в заведении, которое я сейчас прикреплю, далее идете и уже исследуете магазин Гарри Поттера, покемонов, гуляете, пьете матчу, вот все вот это вот делаете где-то час и идете обедать, ужинать. И потом уже можно вот сходить, каждый час у них представление. Вот в это заведение. Ждем полчаса наш столик. У нас номер 229. За полчаса, 229 он, по-моему, был где-то вот здесь вот. И вот он продвинулся. Спустя час 10 нас посадили за столик. И самостоятельно можно выбирать. Так, не вот эту вот штучку, а continue. Салмон, тунец, какая-то рыба. Это вроде бы медуза. Медуза? Да, джеллифиш. Смотри, просто. Да, очень красиво. Сколько риса, сколько рыбки. Угу. Там мы специально порцию взяли, чтобы поменьше было риса. Ой, свежайший просто. Ну да. А в Японии кладут чуть-чуть васаби и обмакивают в соевом соусе только рыбу сверху, а не рис. Вкусно пахнет. Здесь есть классная фишка. Раз, возможно, в 20 минут выносят специальное меню. Они оглашают, кричат, что именно из специального меню они приготовили. Например, 20 минут назад это был угорь со сливочным сыром. Те, кто хотят попробовать, поднимают руку, и им дают это специальное меню.
В общем, вот такая особенность. Ну и, соответственно, вбивают это ваш номер стола. Было очень вкусно. Мы подняли руку, мы не знали, что происходит, и я просто помахала в ответ, снимала видео. И в итоге, да, нам дали попробовать, правда, было очень вкусно. Все эти прекрасные тарелочки обошлись нам примерно $75. Мы считаем, что цена, ну, прям очень хорошая. Какие классные собаки. Обалденно. Боже, они как игрушечные. Слушайте, здесь у собак такие новогодние фотосессии просто. Да, очень красивые, такие послушные лапульки. У нас в Google Maps написано уже рекомендации, что это поезд с 10 вагонами. И для нашей пересадки лучше всего будет выбрать 8-й вагон. В общем, нам нужно идти в голову поезда. Смотрите, как оригинально. Можно поздравить с днем рождения свою половинку. Конечно же, вечерний Токио — это что-то невероятное. Очень классно. Просто идешь, и глаза разбегаются. Какой-то небольшой Нью-Йорк. Привет, Гинза! Мы пошли изучать самый модный, классный, тусовочный и дорогой район Токио. Погнали! Outside, taking a drag, cigarette in hand, and end up seeing man. Yeah, well, soon I would if I could, but these demons eat away till I'm gone for good. Идем в салон Nissan. Какая красота! Вот такую вот прелесть выпускают для полиции. Стайлиш, да, такой? На втором этаже можно приобрести очень много аксессуаров и выпить кофе. Мы ради этого сюда и зашли на самом деле, потому что в Старбаксе как-то не очень интересно нам. А здесь могут сделать кофе с фотографией с вашей. Стоит это 500 или 600 йен. Вот здесь вы можете выбрать. Написано, что вот пару месяцев назад не делали фотографии, сейчас уже нет. На самом деле так здорово приходить в какие-то райончики, понимая, что не только для девушек здесь есть всякие инстаграмные места, какие-то шопинг-пространства, но и вашему молодому человеку, мужу, может быть, сыну, брату будет интересно зайти в салон Nissan, просто увидеть прототип, пусть и прототип, но все равно остальные там разные интересные модели Nissan. В общем, Гинза все-таки стоит посещения, она будет интересна не только девушкам. Так, пробуем кофе. Это айс-латте. Вот такая красота. Я выбрала себе гоночный болид. Кстати, забыла про цену сказать. 2 рамена и гёйза в топ-3 заведения на Гинзе у нас обошлись в 4500 йен. Было очень вкусно. Это, наверное, был мой самый вообще вкусный рамен. Я не шучу. Друзья, позади меня 6-этажный Юникло. Я думаю, это самый большой Юникло в мире. Это японский магазин, поэтому именно туда мы сейчас и отправимся. Погнали.
У Юникло 12 здесь этажей. Из них, посмотрите, для мужчин 4 этажа из 12. Для женщин 5 этажей. Остальное для детей. Апстор. Да, поднимаемся на 12 этаж. Сейчас посмотрим, что тут такого особенного. Ну понятно, да. Вот тут все собрались по спецзаказу. Кофе выпить и спуститься, видимо, обратно на лифте. Друзья, я вам скажу, что Apple тоже не отстает по масштабам. Декабрь в Токио однозначно прекрасный месяц. Утром где-то 10 градусов до 10 утра и после 6 вечера. А днем температура где-то вот 15-16, но даже до 17 поднимается. Вот так просто максимально комфортно. В бадлоне, в пиджачке. Просто наслаждение. До сих пор таскаюсь с нашими стаканчиками кофе, просто потому что здесь так же, как и в Корее, нигде нет мусорных баков. Все свое носим с собой. Друзья, сегодня мы уже в Сан-Франциско. Или мы в Нью-Йорке? Что? На самом деле мы находимся сейчас на острове Одайба. Это искусственно созданный японский остров, и Франция подарила Японии копию статуи свободы. Здесь очень красиво, атмосферно. Есть пляж, есть музей науки. И в солнечную погоду, такую свежую, здесь просто удовольствие на самом деле прогуляться и провести время. Будет топ-3 к посещению в Токио. Здесь есть уборная, автоматы, где можно взять напитки. Здесь есть столики, где вы можете расположиться и с приятным таким видом понаслаждаться кофепитием. И, конечно же, тут очень много зон для прогулок. Просто наслаждение. А потом мы просто увидели отходящую от порта лодку и решили сразу же на нее сесть без лишних вопросов. Так вот выглядит судно. Поездка на одного до Осакусы, аригато, стоила 2000 йен. И за 15 минут мы сейчас доедем до Осакуса. Здесь доп. Прайс, окей. Да ну, зачем это нужно? Нам 15 минут ехать. 15 минут. Как 50-то можно ехать. А теперь просто догадайтесь, кто в этом споре оказался в итоге прав. 15 минут моя сторона, 50 Артема. Пишите в комментариях. Ну, скажем так, очень заметно, что японцы дружат с Америкой, потому что сколько на статуе свободы плавают в Нью-Йорке, таких тоже небольших лодок, здесь сделали абсолютно то же самое. Мне это нравится, если честно. I knew something was ignited. When you left, I wanted more. All I wanna do is get to know you. East to west to north to south, the whole you. Вот и прошла наша поездка в 15 минут. Да, оказалось, что 50 минут мы плыли до района Осакуса. Смотрите, на какой карете вас могут покатать по Токио. Что вот это вот за великое изобретение? Все его постоянно фотографируют. Надо оставить комментарий, слишком много туристов. Здесь очень много комментариев в Google Maps. Очень много иностранцев. Очень много иностранцев. Очень много туристов. Слишком много туристов. Мне кажется, эти толпы были в основном из иностранцев. Да. Мне кажется, эти толпы были все из иностранцев. Кого они ожидали здесь увидеть? Монахов? Здесь очень классная туристическая улочка, поэтому пока вы идете до храма, постарайтесь сэкономить силы, время и все ресурсы. Старайтесь просто сначала дойти до храма. Вход, кстати, в храм бесплатный.
Идея потрясающая, но воплотить ее не удалось. Сначала я взяла мочи, потом отвлеклась на просто прелестнейшую собаку, далее мы пытались пробраться через всю толпу, и, конечно же, внимание привлекла лотерея, где я выиграла вот такого вот потрясающего пёселя, которого увезла с собой на бар. Пройдя весь этот нелегкий путь, мы добираемся до великолепного храма Сенсодзи. Он был построен в 645 году, что делает его самым старым буддийским храмом в Токио. Легенда гласит, что в 628 году два рыбака выловили статую богини милосердия Канон в реке Сумида. Она стала объектом поклонения и причиной строительства храма. Также храм был разрушен во время Второй мировой войны, но после восстановлен, и сегодня он символизирует возрождение и мир. Перед входом в храм положите 100 йен, потрясите металлическую коробку, из которой выпадет палочка. Сопоставьте номер палочки с номером в ячейке и читайте свое предсказание. Если оно хорошее, оставляйте себе. Если нет, то оставьте его на стене рядом с храмом. В общем, у меня выпала фортуна. Оставляем себе. В храме можно также купить обереги. Самый дорогой — это за здоровье. Топ-2, не поверите, это для сдачи экзаменов. Вот так вот. Я думаю, у студентов это пользуется спросом, иначе откуда такие цены? Вот так вот выглядит. За здоровье 3000. За здоровье и длинную жизнь, а вот 2000 за прохождение экзамена. Если по 2000 много чего. То есть вообще 20, так такого не было. Да, за 20 За исполнение тысяч. желаний. Здорово. О, фортуна. По-моему, классно. Мы тем временем купили сувениры для здоровья, для денег, для удачи. Ну, в общем, то, что я показывала вам. Мы оказались в этом храме случайно, но изначально это была топ-1 локация, которую я сразу же записала в travel list. И вы знаете, такие места, они, конечно, туристические, но важно то, насколько вы вообще верите в то, что вы делаете. Если вы искренне верите во все пожелания, в малейшие знаки, то это принесет вам удовольствие и действительно сбудется. Но это моя такая философия жизни. И вот это место подарило мне сегодня какое-то невероятное умиротворение, спокойствие. И я чувствую большую благодарность, что я здесь оказалась. Так что я вам очень советую сюда приехать. Это была самая ненормальная поездка, после которой я ненавижу токийское метро. Короче, произошла авария. Из-за этого были лютые задержки. Но это не так важно. Здесь, как и в Сеуле, на одну и ту же станцию приезжают разные поезда. Какой-то поезд следует на станцию, соответствующую линии, на которой вы едете, а какой-то поезд может увезти вас на другую ветку, перестроиться. И мы сели на поезд, который каким-то чудом выбросил нас, который каким-то чудом выкинул нас на железнодорожном вокзале. Нам пришлось покупать новый билет. И когда мы пришли на станцию, где была только одна сторона посадки, мы впрыгнули не на свой поезд, уехали не в ту сторону. В обратную сторону мы ждали поезд 20 минут и ехали на головах просто у 8 японцев. Это было просто ужасно. В какой-то момент меня задавили так, что мне было нечем дышать. Я не шучу. Моя грудная клетка начала сжиматься. Мы встретились с друзьями, и у нас сегодня будет ужин в классном японском ресторанчике. Пару кадров сделаю и отключаюсь. Напишите в комментариях, какие самые интересные 3 вопроса вы бы при возможности задали японцу. Мне, например, за ужином очень было интересно спросить у жены нашего друга, что повседневно японцы употребляют в свой рацион. Едят ли они каждый день рамен? Или, может, начинают день с парочки суши? И оказалось, что суши едят японцы в основном по праздникам, так как это для них дорогая еда, а также к праздничному, например, новогоднему столу обязательно относятся кура-гриль или даже ножки из KFC. Здесь я совсем не шучу. И обязательное условие – красивый большой торт. Вот так вот японцы, не заморачиваясь, оформляют себе праздничные столы. А ежедневно каждый японец употребляет рис и овощи. Также было очень интересно узнать, что принято у японцев дарить на Новый год. И оказывается, дорогие подарки совсем не в почете. Дети могут получить просто набор конфет или какую-то символическую игрушку.
Вечеринка повышает градус. Мы переходим на японскую водку. Все было безумно вкусно. Не помню вкуснее мяса, если честно. Только если в Meat Emporium на Бали. Друзья, спасибо за просмотр этого влога. Не забывайте подписаться, поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующую потрясающую часть из лучшего и незабываемого города Японии. Я покажу вам очень атмосферный и популярный аниме-район. Мы также побываем на самом густонаселенном перекрестке, поднимемся на самую красивую смотровую и, в общем, много-много всего интересного. И, конечно же, будет обзор нашего жилья. Я скажу, где, за сколько брала. Так что обязательно колокольчик, лайк и свое мнение в комментариях. До встречи в следующих видео. Пока-пока.